Всем привет! Сегодня у меня на ремонте Huawei P20 Lite. На нем буду менять заднюю крышку и дисплейный модуль. Ссылки на запчасти оставил в описании. Окей, хватит баловаться. Вот так выглядит телефон. Вот здесь на дисплее разбито. И на задней крышке тоже трещина. Это все будем убирать. Сам телефон работает отлично. Что же, выключаем его и приступим к разборке. Уберем все лишнее. И в первую очередь нам нужно снять эту заднюю крышку. Она приклеена на двухсторонний скотч по контуру. Для снятия ее вам понадобится прогреть ее феном. А я буду греть на своем сепараторе. Выставляем температуру 95 градусов и ложим греться. Немного подождали и приступаем к снятию. Если ваша крышка полностью разбита, можете не заморачиваться. Подцепили один край и снимайте. Но если целая примерно как у меня и планируете ставить назад, то будьте аккуратны и не спешите. После прогрева беру изопропиловый спирт и проливаю по контуру. Можете использовать другой спирт. После этого прогреваю еще. Далее берем вот такую карточку и ищем место, куда она пролезет. Вот в месте трещины зашли под крышку и далее аккуратно проводим по ободу. Если туго идет, подливаем спирт, либо прогреваем больше. И аккуратно, не спеша, проходим по всему контуру. После того, как крышка отклеилась, ложим телефон и аккуратно открываем крышку. Потому что здесь есть шлейф отпечатка пальцев и можно его разорвать. Коннектор зажат вот этой железной крышкой с двумя винтами. Открутим их, чтобы отсоединить его. Если вам нужно поменять только заднюю крышку, можете отсоединить шлейф на задней крышке. Но мне нужно разбирать дальше, и поэтому откручиваем. Снимаем крышку, отсоединяем коннектор отпечатка пальца и сразу же можно отключить шлейф батареи. Займемся дальше крышкой, пока она теплая. Для ее замены нужно снять отпечаток пальца. Для этого опять прогреваем, для более быстрой отклейки проливаем спиртом и аккуратно с нагревом отклеиваем. Все легко, главное не спешить. Вот так выглядит отпечаток пальца. Также можно снять уплотнительную резинку камер и сразу же переклеить ее на новую крышку. С крышкой закончили. Если вам нужно поменять только ее, перематывайте на 7.32. Там будем ее ставить назад. А кому менять дисплей, смотрим дальше. Поехали разбирать. Для этого откручиваем один винт крышки, который закрывает коннектор дисплея. Снимаем ее и отключаем шлейф матрицы. И перед дальнейшей разборкой проверяем новый дисплейный модуль. Для этого подключаем его, подключаем батарею и включаем телефон. После включения проверяем полностью работоспособность модуля. Тачскрин можно проверить вот так, значком по всем зонам дисплея. А для более тщательной проверки войдем в меню разработчиков, нажимаем «Показать местоположение указателя» и проверяем все зоны тачскрина. Отлично, все работает. После проверки можно смело снимать разбитый модуль. В этом телефоне разбирать много не придется. Нужно снять только динамик снизу. Для этого откручиваем на нем 7 винтиков. Давайте открутим их. После этого поддеваем корпус динамика и аккуратно его снимаем. Для более быстрого и аккуратного снятия можно прогреть его, потому что здесь динамик приклеен на двухсторонний скотч с обратной стороны. Как сняли, сразу же почистим сеточку динамика. И вот у нас полностью виден шлейф дисплея. Больше разбирать ничего не надо. Просто прогреваем дисплей по контуру. После прогрева берем медиатор или пластиковую карточку. Можно немного подтолкнуть с обратной стороны или зацепиться в трещине каким-нибудь острым предметом, например скальпелем.
И дальше проводим по кругу. Будьте аккуратны, осколки летают в глаза и залазят в руки. Например, вот так. И проходим по кругу полностью. После этого дисплей снимается с легкостью. Вот так он выглядит. Сразу же вынимаем с него сеточку динамика. Ее также нужно почистить. А в нашем случае, разобрав ее внутри, увидел, что вообще чистить обязательно, так как здесь она полностью забита пылью. После очистки ставим ее сразу в новый модуль. Далее приступаем к чистке рамки. Убираем весь старый двухсторонний скотч. После этого обязательно обезжириваем спиртом. И дальше наносим клей B7000. Пристраиваем телефон так, чтобы вам было удобно наносить клей, и он не выходил за корпус. После нанесения клея берем дисплей, снимаем транспортировочную пленку, продеваем шлейф, центрируем дисплей по верхней части и прижимаем во всех краях. Далее прищепками прижимаем и оставляем минимум на полчаса. Через полчаса можно проверить телефон, пока клей полностью не высох. Полное высыхание клея через 24 часа. Прошло полчаса, снимаем все прищепки и перед началом окончательной сборки и заклеиванием задней крышки проверяем все составляющие телефона. Ставим на место динамик, включаем телефон и проверяем все функции, кнопки, камеры и так далее. После этого можно спокойно собирать все назад. Устанавливаем крышку, которая закрывает коннектор дисплея. Закручиваем винт. Далее закручиваем винты динамика. Очищаем корпус сзади, убираем весь старый двухсторонний скотч. Также обязательно обезжириваем. Обезжириваем отпечаток пальца и приклеим его. По контуру наносим клей B7000 и ставим отпечаток пальца. У него есть две центровочные точки, так что не ошибетесь. Далее наносим клей на корпус. Снимаем транспортировочные пленки крышки. Также на ней есть двухсторонний скотч, но как показывает практика, он не держит. Поэтому без клея B7000 я не клею. Убирать скотч не будем, он поднимет нужную высоту крышки. Подключаем шлейф отпечатка, ставим назад крышку и закручиваем два винта. Берем крышку, приставляем по краям и прижимаем по контуру. Далее прижимаем все прищепками на 24 часа. На этом все. Успешного вам ремонта. Понравилось и помогло видео? Ставь лайк. А также не забывай смотреть другие мои видео и кликай на кружок в центре экрана и подписывайся на канал Art Bell Channel.